Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, почему у кошек иногда закисают или подтекают глаза, наблюдается покашливание или посапывание. Иногда может наблюдаться снижение аппетита, будто бы и кормите как всегда, а кошка все равно не хочет есть как обычно. Кошка становится не такая игривая как всегда. Наблюдается какое-то непонятное снижение активности. Кошка как бы устала. Хотя вы точно знаете, что перед этим не было у нее никакой физической активности. Как бы и ничего страшного и нет, но все равно кошка какая-то не такая, как обычно. Такое состояние вызывает много вопросов у владельцев. С такими симптомами и в ветклинику идти как бы и незачем. Но видно, что с кошкой все равно что-то не так. Такое ощущение, что кошка где-то подхватила легкую простуду. Хотя вы точно знаете, что кошка нигде не была, ни на каких сквозняках, ни на улице. Наверное, многие из владельцев кошек иногда замечали такую симптоматику. Особенно часто такая ситуация наблюдается в весенне-осенний период. С чем это может быть связано? Одной из наиболее вероятных причин может быть то, что кошка в раннем возрасте переболела кальцивирозом. Кальцивироз – это острое вирусное заболевание, которое сопровождается резким повышением температуры и поражением дыхательных путей. Вызывает заболевание вирус, который на своей поверхности имеет выемки, очень похожие на древнегреческие чаши. По латыни чаша звучит как калицис, поэтому отсюда и пошло название кальцивироз. Никакого отношения к кальцию данное заболевание не имеет. К характерным признакам кальцивироза относят повышение температуры до 40,5 градусов, истечение из носа, глаз, гнилостный запах изо рта. Классическими симптомами кальцивироза принято считать наличие язв в ротовой полости, чаще всего на языке. Язвы вызывают сильную болезненность. Из-за наличия этих язв кошки отказываются от корма и воды. Причем хочу отметить, что язвы могут быть не только в ротовой полости, они могут возникать и на слизистой гортани, и пищевода. Все это причиняет кошке боль при попытке поесть. У многих кошек может наблюдаться рвота. Симптомы могут быть самыми разными. Из-за постоянно выделяющегося эксудата под глазами и на морде кота появляются подсохшие корочки. Иногда веки животного слипаются так, что оно не может открыть глаза. В некоторых случаях развивается спазм век. Дело в том, что у взрослых кошек кальцивироз как отдельное заболевание развивается редко. Чаще симптомы данного заболевания появляются на фоне других вирусных инфекций. Поэтому при постановке диагноза на кальцивироз всегда исключают лейкоз, иммунодефицит и ряд других вирусных инфекций, которые кальцивироз может маскировать. Симптоматика при кальцивирозе зависит от штамма вируса и от состояния иммунной системы кошки. В большинстве случаев болезнь проявляется только наличием язв в ротовой и носовой полости. Но иногда могут быть и артриты, и даже пневмонии. В основном такие серьезные симптомы могут развиваться у котят, у которых еще слабая иммунная защита и которые кроме материнских антител еще не имеют другой защиты. У взрослых кошек обычно такой симптоматики нет. Кальцивироз достаточно легко лечится. Лечение симптоматическое. Самое главное, это чтобы кошка не прекращала есть и пить. А голодание и обезвоживание очень опасно для кошки при лечении кальцивироза. От решения этих двух задач и зависит успех лечения. Я не буду сейчас останавливаться на лечении. В принципе, лечение кальцивироза не есть что-то сложное, и если вовремя начать лечение, то кальцивироз можно успешно и быстро вылечить. После проведения полного курса лечения кошка приобретает иммунитет к повторному заражению. Но у отдельных особей, особенно у тех, у которых ослаблен иммунитет, вирусоносительство может остаться на всю оставшуюся жизнь. Это и есть одна из самых больших опасностей при кальцивирозе. То есть фактически мы можем наблюдать пожизненное хроническое течение кальцивироза. Как только иммунитет ослабевает, а как правило это наблюдается в весенне-осенний период, у кошек периодически может проявляться бронхит или даже бронхопневмония. Могут опять возникать язвы на слизистой оболочке языка, может возникнуть слезотечение или закисать глаза. У кошек с хроническим кальцивирозом на всю оставшуюся жизнь сохраняется стоматит или гингивит. Причем степень проявления может быть очень разной. Опять же, все зависит от статуса иммунной системы.
Знаете, когда симптомы ярко выражены, тогда лечить несложно. А вот если у кота есть какая-то еле заметная язвочка, где-то в ротовой полости, которую с одной стороны трудно даже заметить, но с другой стороны эта язвочка мешает коту жить. Кот как бы и ест, но без аппетита. Наблюдается какая-то апатичность, вялость. Кошка становится не такой игривой, как обычной. При хроническом течении может наблюдаться небольшое чихание, покашливание, как при простуде. Хотя, в принципе, калицивероз это и есть своего рода простудное заболевание. Калицивероз и герпес-вирус, как правило, всегда идут вместе. Калицивероз и герпес-вирус это яркие спутники ослабленного иммунитета. Малейшее изменение иммунитета в сторону его снижения, и эти заболевания сразу же дают о себе знать. Кстати, у человека герпес-вирус тоже очень часто возникает на фоне переохлаждения. Я думаю, что очень многие зрители могли это замечать и на себе, что как только где-то даже чуть-чуть промерзли, так буквально через пару часов и выскакивает какая-то барабулька где-то на губе. Если не через пару часов, то на утро точно. Окей, вернемся снова к кошкам. Как для меня, то хронический калицивероз намного неприятнее, чем острый калицивероз. При остром калициверозе все понятно. Симптомы проявления ярко выраженные, методика лечения отработана и результат лечения наступает достаточно быстро. А вот когда кошка немножко чихает, немножко подтекают глаза, ест как-то с неохотой, то разобраться в такой ситуации, что называется с наскока, бывает очень сложно. Причем такие симптомы могут наблюдаться и по отдельности, и в каком-то сочетании. И такие смазанные симптомы могут наблюдаться при многих заболеваниях, не только при калициверозе. Чтобы докопаться до истины в такой ситуации, необходимо потратить очень много времени. В таких ситуациях очень много времени идет на сбор анамнеза. А времени, как правило, нет. Особенно если в ветклинике очередь стоит. А тем более, если владелец и сам не знает, болела ли его кошка раньше калициверозом или нет. Врач видит, что в принципе ничего серьезного у кошки как бы и нет. Логика сразу подсказывает, что у кошки что-то не так с иммунитетом. Обычно в таких случаях назначаются препараты для повышения иммунитета. Как правило, назначаются витамины и всевозможные стимуляторы. Таких препаратов очень много. В этом случае, что ни назначь, все равно все будет правильно. И на какое-то время симптомы, из-за которых владелец животного обратился в ветклинику, исчезнут. Но не навсегда. Ведь вирус кальцивероза все равно же в организме кошки циркулирует. Поэтому как только иммунитет кошки снова ослабнет, то сразу же эти симптомы и возобновятся. И снова все пойдет по кругу. Поход в ветклинику, назначение витаминов и стимуляторов иммунитета. Названия препаратов во второй раз могут быть другими, а могут быть и те же, что и были в первый раз. По идее, если помогло в первый раз, то поможет и во второй раз. Причем хочу отметить, что посещение ветклиники зависит от тяжести симптомов. Если симптомы более-менее выражены, то, конечно же, владелец пойдет со своим животным в ветклинику. А если симптомы едва заметные, то, как правило, в ветклинику и не идут. В таких случаях владельцы самостоятельно дают витамины, которые им рекомендовали зоомагазины. Правильно ли это? Да, в принципе, и правильно. Надо же как-то повышать иммунитет у кошки. Но чтобы таких ситуаций возникало поменьше, чтобы не разбираться, что к чему, то тут совет один. Своевременная вакцинация котят. Как правило, вакцинация двукратная. Первая доза вакцины вводится котенку в возрасте 8 недель, а вторая доза вакцины вводится через 3-4 недели после первой. Потом ежегодно делается ревакцинация. Это для выставочных кошек. Для домашних кошек допускается делать ревакцинацию один раз в 3 года. Вакцинировать надо даже тех животных, у которых наблюдается хроническое течение кальцивероза. Как лечить острую стадию кальцивероза, я расскажу в одном из своих последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим кошкам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!